всем привет! Сегодня у нас расклад, в правильном ли направлении ты идешь, и будем делать расклад на тантуме. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Итак, единички. Первая карта у нас сигнификация, остальные читаем парно. И сигнификация, что сейчас на душе у тебя. Когда я работаю на тантуме, то мне, как говорится, не нужно трактовать, и так все понятно. И хочется такое же сказать. Ну, знаешь, понятно, да? Ты сейчас зла на весь мир. На себя в первую очередь. Ты бесишься постоянно. То на работе начальник достал, то дома все не слушаются, то в магазине нахамили. А на самом деле ты злишься на то, что жизнь не такая, как тебе хотелось бы. Что все идет не по твоему плану. И знаешь, особенно раздражает, что ты много работаешь, стараешься, а результата нет. Видишь, как другие люди живут, да, легко, радостно, а у тебя все через эту силу. Только через силу. Встаешь утром, да, уже в плохом настроении, потому что знаешь, опять день будет тяжелый. И вот эта злость, она копится в тебе как яд. Ты стала очень критичной ко всем вокруг. Постоянно замечаешь, что кто-то не так чего-то делает, кто-то плохо работает, кто-то ведет себя неправильно. А раньше ты какая была? Мягкая, терпеливая. Сейчас же любая мелочь, она выводит тебя из себя. Прям кипятишься по любому поводу. А еще ты злишься на слабость. На то, что ты не можешь изменить вот это все. Ситуацию изменить не можешь. Что продолжаешь терпеть то, что не нравится. Что не хватает смелости сказать всем, что думаешь на самом деле. Злость на себя, она самая болезненная. Потому что от нее никуда не деться. Твоя семья, она уже устала от твоего постоянного недовольства. Это знаешь, как человек в вечном ПМС. Извини меня, то, что я так сказал. Дети стараются тебя лишний раз не дергать, муж молчит. В уголке присел, молчит, ручками головку закрыл, чтобы, как сказать, чтобы ты его там не задела. Все ходят вокруг тебя на цыпочках, боясь нарваться на очередную вспышку. А ты понимаешь, что ты стала неприятной, даже для самых близких людей, от этого еще больше злишься. Идешь ли ты в правильном направлении? Ну нет. Ты вообще не туда идешь. Ты думаешь, что ты строишь счастливую жизнь. На самом деле ты загоняешь себя в ловушку. Ты так хочешь всем угодить, всех порадовать, что ты забыла про свои желания настоящие. Делаешь то, что от тебя ждут, а не то, что тебе нужно. Ты вот знаешь, как будто вот ты продалась системе, которая тебя не ценит. Работаешь на дядю, который получает с твоего труда основную прибыль, да? Живешь в доме, который не твой. Детей растишь по чужим каким-то правилам. И думаешь, что это правильная жизнь, потому что так делают все. А счастье, которое ты ищешь, оно фальшивое. Ты радуешься не тому, что действительно важно, а тому, что принято считать успехом. Это там новая машина, отпуск на море, дорогая одежда. Все вот это внешние атрибуты благополучия. Но внутри-то ты несчастна, потому что живешь ты не своей жизнью. Ты в ловушку попала общественных ожиданий. Все говорят, там, вот это правильно, а вот это неправильно.
а ты послушно следуешь вот этим правилам и не задаваясь вопросом, вообще они тебе подходят или нет. Ты как зомби, которая вот, как сказать, по накатанной дорожке идет, которую люди вообще другие проложили. И самое страшное то, что ты сама не понимаешь, что ты в капкан попала. Тебе кажется, что ты сделала правильный выбор, что живешь как надо. А на самом деле ты просто боишься жить по-другому. Боишься осуждения, боишься одна остаться, боишься неизвестности, боишься бояться. Что поддерживает тебя на этом пути или что мешает идти правильно? Ну, знаешь, тебя с толку сбивает постоянное желание получить то, что тебе не принадлежит. Ты все время смотришь на чужую жизнь, хочешь такую же. У соседки или там в интернетах бусурманских, да, муж цветы дарит, и тебе хочется. У коллеги отпуск там на Мальдивах, и ты мечтаешь. У подруги дети послушные, и ты завидуешь. Вместо того, чтобы радоваться тому, что у тебя есть, ты постоянно хочешь чего-то еще, чего-то другого. И вот это желание, оно тебе покоя не дает. Ты думаешь, знаешь, как вот я это получу и буду счастлива. А когда получаешь, ты понимаешь, что счастья не прибавилось. И начинаешь хотеть что-то новое. А еще тебе мешает очень сильно тот человек, который недавно в твоей жизни появился. Это не любовник, не мужчина, это не романтическое, нет. Это кто-то, кто дает тебе плохие советы. Этот человек постоянно тебе говорит, что нужно жить проще, не париться, брать от жизни все. И ты его слушаешь, потому что его слова, они звучат заманчиво. Но на самом деле этот человек с пути тебя сбивает. Он, знаешь, он учит тебя, и эта женщина, не добиваться своих целей, а приспосабливаться к обстоятельствам, понимаешь? Не бороться за свое счастье, а довольствоваться тем, вот что есть. И ты начинаешь думать, что это мудрость, хотя на самом деле это лень и страх перед переменами любыми. Эта женщина заразила тебя своим пофигизмом. Раньше ты была более целеустремленной, больше от жизни хотела. И теперь ты думаешь, да ладно, пусть так и будет, как есть. И вот эта пассивность, она мешает тебе двигаться к настоящему счастью. Что нужно изменить, чтобы верно идти? Ну, знаешь, тебе нужно сражаться за свою жизнь. Перестать быть вот этой жертвой обстоятельств и стать хозяйкой своей судьбы. Это нелегко будет, нет, потому что придется идти против течения. Но только так ты сможешь получить то, что ты реально хочешь, понимаешь? Не жди, что кто-то все придет, за тебя решит вот этот вот долбанутый волшебник в голубом вертолете. Не прилетит. Не надейся на удачу или там на помощь других волшебников. Бери инициативу в свои руки. Работа не нравится, новую ищи. Если отношения не устраивают, меняй их. Если жизнь кажется скучной, добавляй в нее красок. И знаешь, тебе еще нужно научиться принимать подарки от судьбы. Ты так привыкла к проблемам, что когда приходит что-то хорошее, ты этого не замечаешь. Думаешь, там, это временно, сейчас опять что-то плохое случится. А нужно радоваться. Каждому вот эту приятненькому моменту радоваться. Судьба тебе сюрприз готовит. А что-то хорошее, оно уже к тебе идет. Но ты можешь это, как вот сказать, прокараулить, да, если будешь сидеть в своей злости и в своем недовольстве. Глазки открыть нужно, вокруг посмотреть. Удача, она придет в любой момент, но ее нужно увидеть и взять. Понимаешь? Перестань жаловаться на жизнь и сама начинай ее менять. Понимаешь? У тебя все нужное для этого есть. Ум, силы, желания, больше ничего и не нужно. Нужно только перестать тратить энергию на вот эту злобу, да, и направить ее на дело. И тогда жизнь, она к тебе к лицом повернется, понимаешь? Обязательно приходи в проживание арканов. Люблю этот оракул. И давайте перейдем ко второму варианту.
таблички, кто прыгает по тайм-кодам, которых нет, что сейчас на душе у тебя. Читаем. Первая карта — это сигнификация, остальные парно. Ну а на душе у тебя особенное состояние. Ты прям чувствуешь, что с тобой что-то происходит необычно. Внутри бурлит какая-то вот энергия, да? Хочется что-то менять, хочется что-то создавать, и ты поняла, что у тебя есть способности, которые ты раньше не замечала. Научилась делать то, что другим не под силу вообще. Там, например, вот, как сказать, подруге ты помогла вот недавно, да, с ее проблемами, дала такой совет, что она сразу все решила. На работе ты придумала там идею, которая тоже всем понравилась. И дома наладила отношения между всеми домочадцами, которые вечно ругались. Ты стала людей понимать лучше, чувствовать, что им нужно. И еще ты заметила, что ты можешь влиять на разные ситуации. Не силой, а вот каким-то особым способом. То есть, там, скажешь нужные слова в нужный момент, да, и все сразу меняется. Подойдешь к человеку с правильной стороны, он тебя слушает. И это не случайность, ты реально научилась управлять событиями. Но эта сила, конечно, тебя немного пугает. Ты не знаешь, как ее правильно пользовать. Боишься переборщить, боишься навредить кому-то. Иногда сомневаешься, а может, показалось, а может, это просто повезло. Но нет, потому что ты реально чувствуешь, что с тобой что-то изменилось. Причем кардинально, ты другой стал. И люди это замечают, по-другому к тебе начали относиться. Совета спрашивают, там, помочь просят. А ты не знаешь, готова ли ты взять на себя вот эту всю ответственность. Понимаешь, что твои слова и твои поступки, они теперь большое влияние имеют. В правильном направлении идешь? Нет. Ты сейчас идешь в тупик. Ты знаешь, ты наткнулся на какое-то препятствие и не можешь его обойти. Вместо того, чтобы найти другой путь, ты продолжаешь биться головой об эту стену. Думаешь, что если будешь упорнее стараться, то пробьешь ее, а она только крепче становится. И вот эта стена — это твое упрямство. Ты решила, что должна все сама делать. Там никого не слушает, доказать всем, что ты права. И теперь застряла ты в этой позиции. Ты отказываешься принимать помощь, не хочешь план менять, даже когда видишь, что это не работает. Из-за вот этого упрямства ты выматываешь саму себя. И тебя, знаешь, у тебя уже сил нет продолжать, но ты все равно вперед тащишься. Ты мало спишь, нервничаешь постоянно, раздражаешься на всех. Твоя энергия, она на исходе, а результата нет. Ты батарейка, которая садится. Но батарейку уже бывает, да, кусают, чтобы она немножко поработала. Вот ты покусанная батарейка. Ты забыла, зачем вообще путь этот начинал. Сначала у тебя была цель, была там мечта, желание чего-то добиться, а сейчас ты просто идешь вперед по инерции, потому что ты не знаешь, как остановиться. И боишься признать, что выбрала неправильное направление. Твои близкие, они уже устали тебя поддерживать. Они видят, что ты мучаешься, да, но ты советы их не слушаешь. Тебе говорят: остановись ты, отдохни, подумай, а ты: не мешайте, я сама знаю, чего я делаю. Но на самом деле ты уже потеряла контроль над всем, над ситуацией особенно. Что поддерживает тебя на этом пути, да, или что мешает идти правильно? Но на месте прошлое тебя держит. У тебя есть что-то такое важное, от чего ты не можешь отказаться, твой якорь, который не дает тебе дальше двигаться. Ты думаешь, что это там твоя опора, твоя безопасность. На самом деле это цепи, которые тебя сковывают. Это старая работа, на которой ты уже 500 тысяч лет сидишь, зарплата, тютелька, не тютелька в тютельку, не ахти, в общем. Начальник козел, коллеги завидуют. Но ты уйти боишься, потому что привыкла. Ты знаешь, что и как делать, да, но ты не делаешь. Удобно же. Пришла, отсидела рабочую смену, ушла домой. И вместе вот с этой привычкой к старому у тебя началась развиваться лень к новому.
Ты не хочешь учиться, ты не хочешь пробовать, ты не хочешь там экспериментировать. Тебе лень искать новые пути. С новыми людьми знакомиться лень. Привычки менять лень. Проще же делать то же самое, что вчера делала и позавчера делала. И вот эта лень, она поселилась у тебя в голове и диктует свои условия. Говорит там: а зачем напрягаться, живи как живешь, да не высовывайся. Другие люди тоже не особо стараются и ничего, живут. И ты слушаешь этот голос и такая: расслабилась. Ты стала откладывать все на потом. У тебя завтра начну заниматься спортом. На следующей неделе посмотрю в интернетах новую работу. Через месяц займусь отношениями. А завтра приходит, и ты снова начинаешь искать причину отложить. И так каждый день, из месяца в месяц. Проживание ты тоже хотела с 1 января идти. Не пришла. У тебя вот так все потом, когда будет счастливый случай, а он не наступит никогда. Что нужно изменить, чтобы идти вернее? Ну, знаешь, нужно научиться терпеть неудачи и не ломаться от них. У тебя будут провалы, будут ошибки, будут разочарования. Люди будут тебя подводить, планы будут рушиться, результат будет не такой, как ожидала. И что дальше? Ты дальше будешь рыдать и все бросать, что ли? Ты слишком многого ждешь от жизни. Думаешь, что если будешь хорошо стараться, то все там получится быстро, легко и непринужденно. А когда сталкиваешься с трудностями, то ты расстраиваешься и руки опускаешь. Но так же не бывает. Любое дело, оно требует времени. Извиняюсь. Оно терпения требует. И попыток множество требует. Прими тот факт, что разочарование – это часть пути к цели. Не препятствие, которое нужно обойти, а обязательный этап, который проходят все. Чем больше разочарований ты переживешь, тем сильнее ты станешь. И вот каждая неудача – это же урок, это опыт, это твоя закалка. Перестань ждать каких-то эфемерных идеальных условий для начала нового дела. Денег всегда будет мало, времени всегда будет не хватать, поддержки от близких не будет. Если будешь ждать, когда все звезды сойдутся и ретроградный Меркурий уйдет куда-нибудь туда, да, то ты никогда не начнешь. Всегда будет сегодня полнолуние, сегодня ретроградный Меркурий, сегодня Овен в говне, да, и так далее и тому подобное. Действуй в тех условиях, которые есть сейчас. И самое главное, перестань сдаваться после первой неудачи. Ты привыкла, что если что-то там не получилось с первого раза, значит не мое. На самом деле нужно пробовать снова и снова, пока не получится. Упорство, оно важнее таланта. А стойкость, она важнее везения, понимаешь? Обязательно подписывайся на канал, чтобы меня не потерять. И давайте перейдем к третьему варианту. Троечки-затейницы. Ну, знаешь... для тех, кто прыгает по тайм-кодам, которых нет, объясню. Первая карта – это сигнификация, остальные читаем парно. Что сейчас на душе у тебя? Дом. Ты вся в своем доме.
Голова забита бытовухой, ну, бытовыми делами какими-то, да, там, что приготовить на ужин, когда сделать стирку, как детей в школу собрать, когда полы помыть, когда вот это все. Ты превратилась в домохозяйку, которая живет от завтрака до ужина. Встала, там, всех накормила, дом убрала, детей отправила, мужа поцеловала, проводила и так каждый день. Извиняюсь. Ты знаешь, ты стала думать только о комфорте и уюте. Все твои мысли крутятся вокруг того, как сделать дом лучше. То шторы новые, то мебель переставляешь, то ремонт затеваешь. Дом стал твоей крепостью, в которой ты прячешься от внешнего мира. Тебе там хорошо, спокойно, уютно. Но знаешь, проблема в том, что ты начала забывать про себя. Раньше у тебя интересы были, там цели были, мечты были. А сейчас вся твоя жизнь, она превращается, вот, как сказать, вот, дом — центр твоей вселенной. Ты себя потеряла в этих бесконечных хлопотах домашних. Ты стала функцией, а не личностью. Твои подруги уже давно не звонят, да, или не звонят, не знаю, как правильно. Они не знают. Ты, как сказать, вот, они, как сказать, они привыкли, что ты все время отказываешься встретиться, поэтому перестали. У тебя всегда в голове, ой, в голове, говорю, всегда отговорки: у меня дел много по дому, мне некогда, и вот это все. А на самом деле ты просто отвыкла от общения с внешним миром. Дом стал твоей зоной комфорта, из которой страшно тебе выходить. А еще ты стала очень зависимой от мужа. Потому что ты дома, он деньги зарабатывает, ты ведешь хозяйство, он принимает важные решения, ты с ним соглашаешься. Ты как будто разучилась быть самостоятельной. Ты робот. Робот-домохозяйка. Ты боишься что-то сама решать, предпочитаешь переложить всю ответственность на мужа. В правильном направлении идешь. Да, сейчас у тебя такой период, когда вот все будет получаться легко и радостно. Твоя вот эта домашняя жизнь, она принесет тебе счастье настоящее. Ты поймешь, что семья — твое призвание, да, что ты родилась там быть мамой, быть женой, а не бегать там по офисам, да. Но будут большие сюрпризы. Твоя вот эта спокойная домашняя жизнь, она скоро кардинально изменится. Произойдет что-то такое, чего ты совсем не ждешь. Это не будет плохо, это будет очень хорошо. Но ты точно не будешь к этому готова. Тебя вот это событие застанет врасплох. И это будет неожиданная беременность. Ты думала, что детей больше не будет, планировала совсем другое, а тут поворот судьбы. Ну, еще это может быть то, что муж получит предложение о работе в другом городе, вам переезжать придется. Вот одно из этих. А ты к своему дому привязалась. И теперь нужно будет все менять. Тут или беременность, или муж в другом городе. Твоя жизнь, она станет ярче и интересней. Все вот эти месяцы ты готовилась к переменам, не понимая вот этого. Там дом обустраивала, отношения в семье налаживала, там настоящей хозяйкой, домохозяйкой старалась быть. И вот теперь вот эти навыки, они пригодятся тебе в новой ситуации. Одно из двух. Или беременность, или муж заставят переезжать. Этих неожиданностей не бойся, они, знаешь, они принесут в твою жизнь энергию и смысл. Ты поймешь, что ты можешь справиться с любыми изменениями, что твоя сила, она там не в стабильности, а в умении адаптироваться к новым условиям. Но тут по-другому никак не скажешь. Или беременность, или переезд с мужем в другое место. Что тебя поддерживает на этом пути и что мешает идти правильно? Ну, вся твоя семья поддерживает тебя. Родители, муж. Все они понимают, что ты правильный выбор делаешь.
Твоя мама особенно рада, что ты наконец-то там остепенилась, да, занялась домом. Она всегда говорила там, что женщина — это хранительница очага, да, не карьеристка. Свекровь тоже на твоей стороне. Раньше она к тебе там придиралась, критиковала, говорила, что ты жена плохая. А потом будет хвалить, тобой гордиться. Видит, что ты создала уют в доме, что муж доволен, если есть дети, ухожены. Она стала твоей союзницей вот в этих семейных вопросах. Но проблема есть одна, причем большая. Ты стала равнодушной ко всему, что происходит за пределами твоего дома. Тебе плевать на работу, на подруг, на друзей, на свои увлечения старые. Ты знаешь, ты как будто отгородилась от мира вот этой стеной безразличия. И это мешает тебе развиваться как личность. Ты перестала интересоваться там новостями, книги не читаешь, фильмы не смотришь. Твой мир сузился до размеров квартиры. А это опасно, потому что ты можешь совсем, вот как мягко сказать, вот отупеть от такой жизни. Мозг без нагрузки, он начинает деградировать. Твои родственники это видят и пытаются тебя расшевелить. Предлагают сходить куда-нибудь, подруги это видят. Тоже, но они уже устали. Тебя упрашивают, я имею в виду. Ты отмахиваешься. Мне и дома хорошо. Но твое безразличие к внешнему миру, знаешь, оно сыграет с тобой злую шутку. Когда придут те вот самые неожиданности. Это беременность или переезд. Но тут одно из двух. Что нужно изменить, чтобы идти вернее? Знаешь, мостики пора строить с внешним миром. Ты слишком замкнулась в себе и в своем доме. Нужно восстанавливать связи с людьми, с которыми ты раньше общалась. Подругам позвони, а там встреться с ними, интересуйся жизнью ихней. Не давай отношениям, дружеским совсем зачерстветь. Но самая большая проблема — ты боишься остаться одна. Поэтому ты цепляешься за домашние дела, за семью, за вот эту бытовуху. Думаешь, что если вот перестанешь быть нужной дома, да, то вообще никому не будешь нужна. На самом деле, одиночество — это не страшно, это полезно. Тебе нужно научиться быть одной и не бояться этого. Выделяй время только для себя. Когда все дома заняты там своими делами, не беги их развлекать. Сиди спокойно, думай там о своем, книжку почитай, занимайся тем, что тебе вот интересно. Это поможет тебе не потерять себя там вот в этих семейных заботах. С новыми людьми начни общаться, на курсы какие-нибудь запишись, в проживание арканов приходи, в спортзал сходи. Хобби найди себе. Нужно расширять круг общения, чтобы не зависеть только от семьи. У тебя должны быть свои интересы, свои люди, которые тебя ценят, да? Не только как жену и маму, но и как подругу, понимаешь? И самое главное, перестань бояться перемен. Потому что скоро в твоей жизни все изменится, и ты должна быть к этому готова. За старое не цепляйся, новому не сопротивляйся. Учись быть гибкой. Тогда вот любые неожиданности, они станут для тебя не стрессом, а вот приключением интересным, понимаешь? И обязательно приходи в проживание аркана. Ссылку ты видишь на экране, она также есть в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. И помни, что дед всегда рядом.